Смотри, я вообще занимался очень секретным ушу. Если я уберу щеку, автомат начинает падать. Многие писали, что Марат приходит именно, чтобы потрогать Екатерину. Это кадр вырежи, где я вот так... И сразу пальчик на спуск, сразу. Более-менее хорошо стреляю. Она сама появляется. Я реально говорю, вот она, блин. Техника рулит всегда. В боксе, в любом спорте техника рулит. Теперь бери автомат. Мы на вашем тире в данный момент установили разные мишени, на разном расстоянии разные типы мишеней. То есть они сейчас у нас неподвижные. Мы должны заниматься от легкого к сложному. Во время прицеливания самое важное мушку-целик видеть четко. Угу. Когда ближняя мишень, когда рядом, мы должны мишень видеть четко, мушку-целик можно неразборчиво видеть. Когда мы стреляем по дальним мишеням, мы четко должны, прям четко увидеть мушку-целик и навести ее на не человека, которого мы четко видим, а мутно, маленькая мутная точка. Если она близко, она большая мутная точка. И тогда нажимать спусковой крючок. Ни в коем случае не смотреть сюда, потом туда, потом опять сюда. Мы уже видим в процессе подъема эту четко точку. Навели, мягко нажимаем спуск, бум, и все. Смотри, здесь то же самое. Левая рука прижимает приклад к плечу, к телу. Правая рука расслаблена. Для чего это? Для этого две причины. Первая причина, когда у нас расслаблена рука, она быстрее нажимает на спусковой крючок. Вторая причина, если мы правой прижимаем к себе, то громкий звук, как я тебе говорил уже, это один из двух врожденных страхов. Отдача, вот это все, правая рука начинает отталкивать автомат от себя, и он с еще большей силой бьет в тело. А у нас от чего зависит, допустим, я поставил вот так, да, кулак к человеку, я не могу его ударить. Толчок могу только сделать. Если я вот сюда поставил, спокойно, скорость набирает рука, есть расстояние, в котором можно ударить. Удар встает сильнее. То есть, если ты чуть его убрала, он ударит. Если ты его тихонько прижала, то никакой боли не будет. Сильно прижимать не надо. А сила прижатия автомата равняется силе прижатия одного пальца. Вот. Да. Но я так не смогу. Сильно не надо. Ты не сможешь. 4 пальца, 5 пальцев, 4 пальца прижимают автомат ко мне с силой одного пальца всего. Поняла? Более расслабленно все получается. Чем больше ты расслаблена, тем мягче, комфортнее та же отдача. Напряги сильно, 2 руки, напряги, вместе держи. Напряги прям очень сильно, да прям сильно-сильно. Видишь? Да. И смотри, давай еще раз. Еще? Смотри, я вообще занимался очень секретным ушу. Смотри. Да, смотри, образно делаем, бум, да? Еще раз, бум. Можно сделать Не получилось. Обычно все клюют, там уходят вот так. Рука мимо проходит, да. Это противодействие отдаче, это я тебе тоже объясню. Теперь смотри, берем автомат, ставим, нет, вот сюда, пальчик пока поднимаем, предохранитель снимаем, да, пальчики чуть ниже рукоятки взвода. Теперь мушку-целик видишь? Нет, наклониться, да? И смотри, вот здесь у нас на прикладе бывает такая штучка, накладка. Это подщечник называется. Что это значит? Щечку положить. Под щекой. Смотри. Видишь? Если я уберу щеку, автомат начинает падать или задирает. Щека должна быть на автомате, глаза горизонтально. Давай попробуй. Плечи отпусти. Держи. Вот так. Многие писали, что Марат приходит именно, чтобы потрогать Екатерину. Это правда. Теперь отпускай.
Отпускай автомат просто. Мгм. А сразу агрессивнее вперед наклон маленький сделай. Все. Теперь у тебя задача подъем автомата. Все поднимают вот эти движения, мышцы напрягают. Задача подъема автомата вот 10 сантиметров сюда. И вот он здесь у тебя. И около 50 сантиметров сюда. То есть вот твоя задача. Подвести мускул цели к голове, неподвижной голове. Чуть маленький наклон. Хоп. Маленький наклон. Хоп. Мгм. Маленький наклон, хоп. Все. Остальные все движения, телодвижения вообще нам не нужны. Чем меньше двигается частей у нас в организме, тем более точное движение. Расслабь руки. И все движение агрессивнее вперед, маленький наклон вперед. И все движение будет плечо расслабь. Щеку чуть-чуть С подожми. тобой удобнее. А? С тобой удобнее как-то. Вот. Со мной всегда удобнее. Мы выставили там прицел номер 4. Мишени номер 4 на 25 метров, на 50 метров, на 100 метров и пулеметные мишени на 300, пулеметный расчет на 300 метров. Сейчас мы будем всегда начинать стрелять по большим мишеням, по ближним. То есть ближняя мишень, она является самой опасной. Если там гранатомета не появилось, там, или АГС, ближние мишени, они самые опасные, потому что они ближе к нам. Считается, ну, в спорте говорят, стреляйте в большие мишени. Давай сюда. Теперь бери. Вот. Вот. Все. У нас 30 патронов по записи. Маленький наклон вперед сразу изначально. Теперь просто пробуй, смотри, пальцем указать на мишень. И ты увидишь, что мускоцелик будет чуть левее или чуть правее. Пальчик сразу ставим на спусковой крючок. Тихонько напрягаем и подводим мускоцелик к мишени. Мгм. Всегда примерно бей, если... нет, пальчик сейчас нельзя ставить. Вот именно почему нам нужно обучаться на лазерных тирах рубин, потому что человек сначала ищет, где целик. Да. И он, если у тебя бы было в руках боевое оружие, то ты бы выстрелила в пол, рикошетом пуля может попасть образно Куда угодно. куда да. угодно. Если она попадает в нижнюю часть куда-нибудь вот сюда, да, то, трудно будет спасти. Поэтому в процессе тренировок я, когда по пистолету тоже так было, ты тоже пальчик ставила, потом, на тренировке ты ни разу пальчик уже не поставила Да. во время тренировки. И я очень спокойно провел тренировку, не устал, потому что когда человек ставит палец на спуск, постоянно в напряжении находишься, чтобы он не сделал выстрел. Теперь вот этот пальчик, помнишь, как на пистолете, просто наводи на мишень и с подъемом автомата и нажимай спуск, сразу пальчик на спуск. Мгм. Давай, Стрелять? нажимай, да. Пум. Отпускай. Убирай пальчик. Вот. Этим одним выстрелом, постоянно делая один выстрел, мы нарабатываем большое количество повторов. Как сказал мой папа, хочешь сделать как профессионал, сделай 1000 раз. Хочешь сделать как мастер, сделай 10 000 раз. Ну, каким-то образом Брюс Ли и Марихиро Ишиба повторили за моим папой, причем до моего папы. Представляешь, я в шоке вообще. Поэтому расслабь плечи, наклон вперед, потому что ты не увидишь мушку, да, у тебя будет движение вестибулярного аппарата. Пальчик мы убрали, мягко поднимаем, делаем второй выстрел. Бам. Вот, отпускай. А я не закрыла, кстати, глаз сейчас. Ну, пока можешь прикрывать. Когда мы работаем с боевым оружием, да, мы одеваем очки. На первое время, бывает синхронизация у каждого человека. Кто-то не может закрыть один глаз без другого, ты знаешь. Огромное количество народу не может один глаз закрыть какой-либо. Они могут или оба закрыть, или оба открыть. Поэтому мы им одеваем очки, приклеиваем заклейку. Очки в любом случае нужны. Заклеиваем на начальных этапах. И когда человек уже более-менее стреляет хорошо, потихоньку отклеиваем меньше. И потом человек стреляет открытыми глазами. Агрессивнее вперед. Плечи расслабь. Все полностью, мышцы расслаблены. Мягко поднимаем. Вот. Плечо расслабь. Вот, плечо расслабь. И наклон маленький вперед. Все. Движением пальчик вытаскиваем. Вот. Движение. Посмотри, какое движение рук. Вот и все. Ты должна уже ловить приклад. То есть да? ты делаешь расслабь, ты делаешь образно вот так, и потом пытаешься голову положить. Да. А ты должна хоп и сразу прийти. Смотри.
Видишь? Ну, ты профессионал. И сразу пальчик на спуск, сразу. Мы ничего не нарушаем, то есть мы уже видим цель в прицельное приспособление. Убрали голову, убрали пальчик. Поставили голову, поставили пальчик. Мягко, нежно прям. Расслабь плечи. Главное плечи, маленький наклон вперед. Опять скажет, трогает. Вот. Мягко, нежно поднимай. Прям голову. Нет, куда ты плечо подняла? Расслабь плечо. Вот. Челюсть. Вот. И мускуцелик. И наклон маленький вперед. Вот. Во. Мягко напрягай пальчик. Вот. Отпускай. Меньше движений. Вот. Локотки убираем. Теперь по этим мишеням. Они уже находятся на расстоянии 50 метров. Здесь прицеливание в 2 раза дольше, чем цель дальше на начальном этапе в любом случае. То есть ближняя цель у нас гораздо быстрее выстрел, чем по дальней. Мягко, нежно. Поднимай. Наклон вперед. Плечо расслабь. Вот. Видно мускуцелик? Вот. Отпускай. Пальчик убирай. Вот этим и нарабатывается убирание пальчика, поднимание пальчика. Поэтому, допустим, первая тренировка у нас с тобой будет 50 выстрелов за 2 часа. Понимаешь? Да. Потому что ты бум, бум, бум. Ты устала, правильно? В уставшем положении я тебя не могу тренировать. Ты отошла, чай попила, походила, расслабилась. Все. А мозг, когда отдохнувший мозг, он быстрее воспринимает информацию. Поэтому именно инструктор по стрельбе в любом месте должен быть не просто тот человек, который хорошо стреляет или хорошо что-то знает, а кто может грамотно проводить тренировки. То есть у меня, я уже говорил тебе, педагогическое образование, поэтому более-менее хорошо стреляю. Более-менее, ты видел, как я стреляю, но более-менее я считаю. Я все равно считаю, что я не так хорошо стреляю, можно еще лучше, но просто надо больше мне тратить времени на стрельбу, а смысла я в этом не вижу. Я вижу смысл больше натренировать людей. И в принципе все ученики лучше меня всегда стреляют. Агрессивнее вперед, расслабь эту руку, и эту руку чуть прижимай. Смотри, у тебя будет движение, вот и все. О, Да, так, да. да. Сразу будет мишень. Вот. Отпускай, пальчик убирай. Резко палец не убирай наверху. Бум. Возможно, еще одна цель выйдет, возможно, 2 цели выйдет. Поэтому бум, и когда отпускаешь, убираешь пальчик. Синхронное движение. Вот. Видишь, вот так. Агрессивнее вперед. Мягко, плечи расслабь, руки расслабь. Вот. Бам. Видела? Она сама появляется. Я реально говорю, у меня вот она, блин, вот так. И очень часто я ребятам показываю, я стою, говорю, встаньте сзади, вот сбоку, смотрю на мишень, вот так поднимаю автомат на 100 метров. Ребята смотрят мушку-целик, точное попадание. Да, наработается все. Понимаете, мы стреляли рогатками. Вы-то не стреляли, девочки, рогатками? На рогатке нету мушки и нету целика, и мы попадали. Ты попадал уже? Да, он говорит, да. Мы трубочкой стреляли, тут вообще никаких коллиматоров, ничего нет, между вот так, там чуть ли не вот так смотрели, попадали, выключатель попадали на этом. Но если мы бы сделали пум там или резкое движение, мы бы не попали. И это, представь, если физику дать сказать, как нужно попасть в фонарь там, с рогатки, он скажет, какая рогатка, натяжение, резина какая, камень какой, обтекаемый, необтекаемый, углы, масса, да, баллистика там все. А мы просто хлоп и попадали. Поэтому мы всегда попадем в мишень, всегда. Теперь у нас ближайшие остались вот эти. Расслабь плечи. Мягко, нежно, сразу смотрим. Вот. Центром первой фаланги, мягко, вот. Помнишь, как спуск? Давай. Вот. Понял? Да. Любой инструктор – это доктор. А вы наши пациенты. Вы приходите к нам, промахиваетесь, это ваша болезнь. Задача, какая задача вообще у настоящего доктора? Вот ты пришла, говоришь, там болит, что он должен сделать? Самое важное. Проблему обнаружить. Нет, Почему? диагноз поставить. Ну, диагноз. Диагноз. Вот меня лечили 2 раза, нет, не по тому диагнозу.
чуть инвалидом не остался, реально чуть инвалидом не остался. Поэтому самая важная задача – правильный диагноз. Поэтому самое важное мне понять, почему ты промахиваешься. Где-то ты мало наклонилась, да, вестибулярка работает, где-то там рука зажата, где-то это. Я тебе сейчас сказал, чуть прикрой глаз, и гарантированное будет попадание. Поэтому я должен правильный диагноз поставить. И тогда на все диагнозы у нас, у инструкторов, есть таблетки. И все. Внимание. Плечо расслабь. Расслабь. Вот. Я смотрю на оружие, не подумайте, короче. Расслабь. Мягко, нежно поднимай. Сразу пальчик на спуск и сразу тяни. Вот попадешь. Вот и все. Отпускай. Просто магия. Вот. Да, смотри, у тебя все равно, я смотрю на ствол, да, он немножко двигается. Если он немножко двигается, то мы в самую дальнюю нам будет сложнее попасть. Поэтому у нас есть подводящее упражнение, отработка работы вестибулярного аппарата. Это упражнение тебе дам как домашнее задание, и потом мы показываем в отдельном ролике. Но если далеко мишень, чуть больше наклон делай. Отключение идет, то есть ты вот ровно когда стоишь, у тебя вот чуть наклонилась, чуть-чуть у тебя наклон, все равно двигается. Как больше чуть наклонишься, уже четко будет. Это у нас в рамках передачи, ничего страшного, если ты наклон сделала. Она стесняется, короче. Да. Наклон вперед, вот, плечи расслабь. Все. Главное, вот эта мышца. О, нифига себе. Короткая мышца спины должна быть прям напряжена. Нам вот так наклониться не пойдет. Она не напряжена, вот она. Если мы чуть-чуть наклонились, вот она напряжена. Во многих видео мне говорят: Марат, ты же не наклоняешься, стреляешь. А я выполняю функцию, напрягаю короткую мышцу спины, визуально незаметно даже, но она у меня все время напряжена. У тебя тоже, вот, я трогаю короткую мышцу спины, вот она. Мягко, нежно. Вот, мягко напрягай пальчик. Сейчас будет попадание. Мягко напрягай пальчик. Вот, отпускай. Отпускай. У тебя проблема. Я с этой стороны стою, я не увидел. Ну, на самом деле я вокруг учеников хожу, просто в данный момент снимаем, поэтому мне с этой стороны оператор, сказал, что нельзя туда подходить, говорит. А то, говорит, конец тебе. Ты локоть поднимаешь. Почему локоть? Вот это, да? Да. Смотри, вот положи руку, вот сделай вот так, зажми сильно. Попробуй удерживать. Вот я просто положил пальчик. Видишь, трудно, да? Да. Теперь выведи его. Вот. Теперь я примерно... Видишь? О. Вот, это рычаги. То же самое, эта рука. Мы когда убрали в сторону ее и держим, давай в сторону, это сила руки вообще слабая встает. Как только, и не то, что пуля попадет еще, да, это самое важное, да, пуля. Вот, здесь у нас уже гораздо эффективнее. И чуть поджимай к бокам, обе, да. Расслабь плечи. Вон одна мишень. К ней фронтально, да. Вот фронтально к ней. Мягко, нежно поднимай. Вот, цель. Мягко напрягай пальчик. Да. Вот и все. Отпускай. Очень легко. У меня там на вторую тренировку люди попадают на 300 метров и такие: я на 300 метров попал. Я говорю: и что? Я никогда не попадал, всю жизнь стреляю. Я говорю: да это техника. Мы поднимаем любой вес. Откуда у меня эта техника пришла? Она пришла со спорта. Мы поднимаем любой вес, поднимаем в принципе не мышцами, а техникой. Там штангисты как поднимают видео, там техника. Вот так просто он штангу эту не поднимет никогда. А он там хоп, она чуть вниз пошла, вверх уходит, чуть двигает вперед. Поэтому я думаю, там спортсмены есть какие-нибудь, пусть напишут. Техника рулит всегда. В боксе, в любом спорте техника рулит. Теперь у нас самые-самые вон те точечки. А мушку целик четко смотри. Почему? Если ты будешь туда смотреть, ты не увидишь отклонения мушки влево-вправо. Здесь достаточно 1/100 отклонения, чтобы пуля попала левее на 2 метра или на метр даже. Поняла? Бей прям под низ, чтобы не закрывай мушкой всю мишень. Тогда ты, не увидишь отклонения влево-вправо. Вот если я в мишень стреляю с головой, мне надо, чтобы я голову хотя бы видел, что она крутится там сверху. Если я закрою и голову,
автомат может немножко левее сместиться, правее, да, или мишень сместиться. Агрессивнее вперед. Мягко, нежно, также поднимаем плечи, да, вот сюда, вот. Тяни, 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 тяни. Все время не пытайся поймать. Все время мягко напрягай пальчик. Давай, давай. Еще. Нет, не прям вниз. Если Прям локоть. чуть-чуть под нее, да. Чуть-чуть Расслабь. А наклон вперед, сильнее сделай. Вот. Не вытягивай голову. Спокойненько. Вот. Ставь руку. Вот. Вот. Локотки. Здесь чуть подожми. Сначала будет неприятно, да? Вот. Немножко Да. неприятно. Вот найди место, куда можно. Вот. Мягко вот. Все время напрягай пальчик. Почему у людей есть заблуждение, что отдача очень сильная? Попасть невозможно. Нам говорили, вы что, спецназ Альфа стреляет так. Расстояние до цели практически невозможно определить. Слишком много информации приходит в мозг, и он пытается некоторые чувства отключить полностью. Почему я не попадала, Марин? Да глупая же просто поэтому. Вот